Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре цифровое фортепиано бренда Yamaha модели YDP 105B серии Arius. Поехали! Инструменты Yamaha серии Arius — это серия компактных инструментов, но при этом ничуть не уступающим по звучанию более профессиональным моделям. Тем не менее, бренд Yamaha позиционирует все-таки данные инструменты для более начинающего уровня музыкантов. Что здесь у нас есть? Это полноразмерный инструмент, соответственно, 88 клавиш, глянцевое покрытие клавиатуры. У Yamaha здесь кастомная клавиатура GHS, Grand Hammer Standard. Эта клавиатура позволяет более точно передать ощущение нажатия, как на акустическом инструменте. В чем это проявляется? В более низком регистре нажатие более тяжелое, более глубокое, в верхнем регистре более легкое для, опять же, простоты, например, быстрой игры, более виртуозной. В этом инструменте молоточковая механика, чувствительная клавиатура. Здесь есть 4 степени чувствительности, от более тяжелой до более легкого нажатия, до более легкого звучания. Что по акустическим параметрам? Несмотря на то, что это довольно продвинутый инструмент, здесь небольшое количество голосов полифонии, всего 64. Однако это не помешает качественному исполнению в рамках какой-то домашней игры или любительской. Большой разницы не будет. Что по поводу звучания? Хочу напомнить, что инструменты Yamaha для своих цифровых фортепиано записывают живые акустические инструменты Yamaha. И здесь используется система AWM, иначе Advanced Wave Memory, иначе говоря, стереосэмплирование. Используется это для более точной записи с нескольких микрофонов акустического инструмента, чтобы более точно передать звучание на цифровой инструмент. Эта же система используется и в предыдущих моделях Yamaha, и здесь они оставили тот же самый формат, что достаточно здорово, и Yamaha действительно считается одним из самых качественных инструментов в плане изображения звучания. Вообще надо отдать должное Yamaha в создании их цифровых инструментов, поскольку они используют некоторые акустические приемы, например, демпферный резонанс, который позволяет создать эффект исполнение на акустическом фортепиано, на акустическом рояле. То есть сделать небольшое эхо в звучании, отзвук от инструмента. И это действительно интересно, потому что это сделает звук более широким, более насыщенным. Немного по функциям данного инструмента. Здесь содержится 10 различных тембров, также 10 демонстрационных стилей и 10 отдельных композиций. Что по тембрам? Здесь есть 2 основных тембра фортепиано. Это концертное фортепиано и брайт, более яркое. Есть варианты электропиано, органа, клавесина. Также имеется тембр струнного оркестра, вибрафона. В принципе, все базовые тембры, которые имеются вот у таких классических инструментов. Ну что, предлагаю продемонстрировать. Начнем с классического концертного фортепиано.
Еще один тембр, который я продемонстрирую, это тембр Bright Piano, более открытое, более яркое звучание. Давайте еще послушаем тембр электропиано. И, к примеру, тембр органа. Ну, популярный достаточно тембр оркестра. Как я уже сказала ранее, здесь помимо основных тембров есть еще отдельно демонстрационные записи, которые показывают, как какой тембр звучит. Возьмем, к примеру, демонстрацию тембра Bright Piano. Или, например, возьмем еще какую-нибудь демонстрацию, скажем, на электропиано. Если вам интересно с самого начала понять и раскрыть возможности каждого тембра, вы можете воспользоваться этими демонстрационными записями, и они прекрасно покажут все возможности данных звуков. И еще дополнительно есть небольшая секция, 10 различных композиций, исключительно фортепианного типа, классические произведения, которые также можно прослушать и насладиться их замечательным звучанием. Управление данного инструмента достаточно простое. Здесь на левой панели инструмента имеется одна единственная кнопка Grand Piano по совместительству Function, которая позволит перемещаться между тембрами, между функциями, между стилями. Достаточно зажать эту клавишу, выбрать нужную функцию или нужный тембр и воспроизвести данную функцию на инструменте. Что еще из функций имеется в данном инструменте? Здесь есть возможности изменить качество акустики, то есть 4 варианта реверберации. Это может быть акустический эффект зала, комнаты и также какого-то небольшого пространства. Акустически больших изменений не будет в этих настройках, однако уже слуху профессиональному это будет слышно, поскольку меняется и эхо, и глубина звучания, также может быть полезным дополнением. Также в этом инструменте имеется функция Dual.
Напомню, что это за функция. Она позволяет наложить друг на друга два разных тембра и одновременно исполняться в живом времени. Мы можем здесь воспользоваться этой функцией, совместить два любых тембра, которые у нас здесь есть. Для этого мы зажимаем, опять же, кнопку Function и выбираем два любых тембра. Например, это может быть фортепиано и струнный оркестр. Для того, чтобы отключить функцию DAW, мы также зажимаем кнопку Function, выбираем один какой-нибудь тембр и зажимаем его, например, фортепиано. Таким образом отключаем данную функцию. И еще один вариант, который здесь представлен для исполнения, это функция DAW. Функция DAW очень удобна для игры, например, с педагогом. Визуально клавиатура также делится на две части, но с сохранением регистрового диапазона. Таким образом, вы и человек, который сидит рядом с вами, будете играть в одинаковом регистре. И это очень удобно для обучения каких-то, например, произведений или упражнений. То есть у вас будет сохраняться то же самое звучание. Это будет легче повторить и в дальнейшем исполнить самостоятельно. Помимо данных функций, здесь также имеется функция метронома, которая довольно часто используется для обучения, для контроля себя, исполнения своего произведения. И также имеется функция транспозиции, более точной настройки. Это нужно в основном для исполнения, например, с каким-то солистом, может быть, вокалистом или инструменталистом. Но либо, если вам захочется какую-то тональность сложную преобразить, например, на ноты до, ре, ми. Это будет гораздо проще для исполнения, а звучание будет то, которое вам нужно для того или иного произведения. Ну, еще немного по характеристикам данного инструмента. Здесь есть два динамика по 6 Вт каждый. Это не так много, но абсолютно достаточно для любительского домашнего музицирования и исполнительства. Опять же, если вам не хватает данной мощности, этот инструмент можно подключить к внешней аудиосистеме через разъем под наушники. Здесь имеется два разъема под наушники. Таким образом, вы сможете не только самостоятельно заниматься, не тревожа людей вокруг, но и заниматься в наушниках, например, вместе со своим педагогом. Таким образом, вы будете слышать, что играет он будет слышать, что играете вы, никто вокруг ничего слышать больше не будет. Вы можете играть в любое время, когда захотите и сколько захотите. По разъемам. Здесь небольшое количество разъемов, помимо ранее уже сказанного разъема под наушники, также здесь есть отдельный разъем USB для подключения к компьютеру. В основном это нужно для того, чтобы использовать клавиатуру как MIDI-инструмент и подключать его к различным программам для создания музыки, таким образом исполнять в натуральном варианте те или иные произведения и уже напрямую переносить их на компьютер. Также здесь имеется разъем для подключения педалей. Напомню, что у данного инструмента стойки и педальный блок идет в комплекте. Таким образом, приобретая данный инструмент, вы получаете полноценный симулятор акустического инструмента. Также производители добавляют в комплект к данному инструменту банкетку. Таким образом, комплект этого инструмента становится максимально полноценным. Вам практически ничего не нужно дополнительно докупать для этого инструмента, что, собственно, очень даже удобно. И, конечно же, самым главным дополнением к инструментам Yamaha является разработанное приложение для мобильных устройств Smart Pianist. Он подходит как и для устройств на платформе iOS, так и Android.
Это удобнейшее приложение для того, чтобы расширить функции данного инструмента. Если здесь мы имеем ограниченное количество тембров и небольшое количество стилей, используя данное приложение, вы можете, во-первых, выбрать большее количество различных тембров. Там их действительно гораздо больше. Также добавить дополнительные стили для исполнения. Плюсом является то, что в этом приложении есть более точные настройки именно акустики фортепиано. То есть можно выбрать различные залы, мировые, как бы там звучал этот инструмент. Это очень здорово и интересно уже для более профессиональных, для более продвинутых музыкантов, чтобы использовать звук инструмента в абсолютно разных красках. Приложение бесплатное, так что без проблем можно загрузить на свое устройство. С точки зрения подключения есть небольшие сложности. Здесь нет функции Bluetooth, поэтому данное приложение подключается через как раз USB-разъем под компьютер, через переходник к вашему устройству, которое у вас есть, будь то планшет или мобильный телефон. Ну что, подводя итоги, хочется сказать, что данный инструмент полностью соответствует своим классическим базовым требованиям. Здесь есть все функции для того, чтобы начать заниматься, для того, чтобы просто музицировать дома. Здесь нет каких-то лишних напичканных функций, то есть здесь все по делу, все четко, как и всегда у Yamaha. Качественное звучание, классная клавиатура, хорошая библиотека тембров. На мой взгляд, это отличный инструмент для того, чтобы спокойно заниматься дома и совершенствовать свои навыки игры на фортепиано. Ну а что вы думаете по этому поводу, насчет этого инструмента? Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Pop Music. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Является приложение Smart Pianist. Не так он называется. Smart Pianist. Он называется Smart Pianist. Так. Я напьюсь, но не сейчас. Поехали.